There we go. Okay. Last night I knew something was going on. Прошлой ночью я прям чувствовал, что что-то происходит. I could just feel it. Я прямо это вот чувствовал. A kind of energy, kind of like a electrical current, not really electric in the sense we know it, but kind of like an energy flowing through the air. Что-то вроде электрического тока, но не совсем электрический, как мы его понимаем, как мы его знаем, но что-то вроде энергии, которая распространяется в пространстве. And it was very powerful. И она очень мощно так распространялась. So I got up this morning and I got an email from Sati saying Happy Shiva Ratri, and all of a sudden I went ding. И я утром проснулся, получил письмо по электронной почте от Сати. Она меня поздравляет с праздником Шива Ратри, и вдруг я все понял тогда. Now Shiva Ratri is today here. Здесь Шива Ратри сегодня. But I felt this incredible presence everywhere. Но я чувствовал это невероятное присутствие повсюду. Now, that's not necessarily unusual, but it was related to a lot of events in life and a lot of events happening, and so I took it very seriously. Не обязательно было чем-то необычным, но это было связано с событиями, которые происходят в жизни, которые происходят в последнее время, и поэтому я воспринял это очень серьезно. So last week or 2 weeks ago, we talked about the waves, Krishna's consciousness as that quantum wave, and all of us particles as the localized expression of that wave. И вот на прошлой неделе, если помните, или 2 недели назад уже, мы говорили о волнах вот этих сознания Кришны, об этих квантовых волнах, в которых все мы являемся частицами, как локализованная экспрессия выражения этой волны. And somebody shared with me something really cool, that the energy is coming from Mahavishnu, and Mahavishnu glances over material energy. All of the particles came to be. Кто-то мне написал очень интересный комментарий, поделился со мной, который действительно очень здоровский, что энергия исходит от Махавишну. Махавишну, он как бы бросает свой взгляд на материальную энергию, и тогда все частицы появились из этого. So once again, we have that quantum understanding of all existence, even the spiritual way of understanding it. И опять же, у нас получается такой квантовый способ понимания мироздания, и даже в духовном пути понимания его. But there are multiple layers upon that. Но существует также множественные уровни, как бы слои поверх этого. For example, ourselves, as we spoke about it, we express our energy to others, and others feel it. Например, мы сами, как мы об этом говорили, мы выражаем нашу энергию, собственную энергию самих себя, а другие ее чувствуют. And this is the main way in which we interact with others, the most significant way in which we interact with others, besides words and concepts and talks. И это, пожалуй, главный способ, которым мы взаимодействуем с другими, самый значимый способ, как мы взаимодействуем с другими, помимо слов и концепций, разговоров. But some of us are more powerful than others in that way. Однако в этом смысле некоторые из нас более как бы сильные, более могущественные, чем другие. For example, when you have a very powerful person, their energetic presence is
much more easily felt in this world that we live in. Например, когда у вас есть очень могущественный человек, его энергетическое присутствие или ее ощущается гораздо легче заметить его присутствие в этом мире, в котором мы живем. And I remember when I first met Prabhupada, I was very deeply impressed by that energetic feeling I got, that feeling of broad energetic power. И я помню, первый раз, когда я встретил Прабхупаду, я был очень сильно, глубоко впечатлен вот этим энергетическим ощущением, которое у меня появилось, этим ощущением такого обширной энергетической силы, мощи. So there are layers of this energetic expansion, layers that come from beyond us to us. Итак, существуют целые слои вот этого энергетического расширения, которые исходят извне к нам и от нас также. Now, if you look at the description in the literature about how creation unfolds, you see how Lord Brahma is systematically establishing the different ways in which energy works in this universe. Если вы посмотрите на описание в литературе, в писаниях о том, как расширяется, развивается творение, вы увидите, как Господь Брахма, он как бы систематическим таким образом устанавливает различные способы, которыми действует энергия в этой вселенной. And we understand by inference and direct explanation, which we may not understand really, but by inference, we very much understand how the consciousness, the energetic consciousness, the energetic power of celestials, the demigods, helps us exist. И мы понимаем посредством умозаключений, логических выводов и прямых объяснений, которые, может быть, мы не всегда понимаем, но с помощью умозаключений мы можем понять, каким образом сознание, энергетическая вот эта сила существ из высших миров, с высших планет, полубогов помогает нам жить, существовать. How their energetic expressions supply us air or water or light or whatever it is that we are utilizing just to exist in this realm. И то, каким образом их энергетические экспрессии, проявления снабжают нас воздухом, водой, светом или всем остальным, что мы используем просто для того, чтобы жить и существовать в этом мире. So we've also been taught about Brahma, Vishnu, and Shiva, the creator, the maintainer, the destroyer. Нас также учили тому, что существует и Брахма, Вишну и Шива, которые исполняют роль Творца, того, кто поддерживает, и Разрушителя. This establishes the cycle of beginning and end, that circle of existence which all things depend on. И это, в свою очередь, устанавливает этот цикл как бы начала и конца, цикл существования, от которого зависят все. Now, I could go on and discuss that in more detail, but because we are on the day of Lord Shiva, Shivaratri, day, night, so his energy is very special, not just specific in regards to destruction, but very special according to his personality, who he is.
Так как сегодня у нас, мы могли бы это обсуждать и дальше в деталях, но так как сегодня у нас День Господа Шивы, или скорее Ночь Шивы, то стоит описать его энергию. Его энергия очень особая. Она не только конкретизируется вот, в плане аспектов разрушения, но она в принципе очень особенная в соответствии с его личностью, с тем, кто он, каков он. Now, if you just speak about destruction, that's pretty cut and dry. You have something, it gets all destroyed. That's very simple. Но если просто говорить о разрушении, то это довольно такой известный банальный процесс. То есть у вас что-то есть, затем это разрушается. Это очень просто. But I'll give you an example of when it's not very simple. Но я приведу вам пример, когда это не так просто. Without bugs, without microbes, we cease to exist. Наверное, вы знаете, что без жучков, разных насекомых, без микробов мы перестанем существовать. Under the surface of the earth, the entirety of all plant life, and thus all life beyond that, depends on these creatures digesting everything underneath. Знаете ли вы, нет, но под поверхностью Земли вся совокупность жизни растений, и таким образом вся жизнь, соответственно, которая и над Землей распространяется, зависит от этих существ. Все их переваривание зависит, они переваривают все, что находится под землей. Above the surface, you have all these insects pollinating. We're helping the creation take place, but underneath the digestive process of all this breaking down of all these ingredients so that they can be used again as nourishment, that's another form of destruction. Получается так, что над поверхностью всевозможные насекомые опыляют растения, помогают таким образом процессу как бы новой жизни, творения. Но под землей происходит вот этот процесс переваривания, пищеварения всего. Все разлагается на различные ингредиенты таким образом, чтобы они снова использовались для питания. И если задуматься, это другая форма разрушения. There's a something, they eat it, it becomes something else, which is used for regeneration. Там, допустим, там есть что-то, они это съедают, затем оно превращается во что-то другое, которое уже в свою очередь используется для питания и регенерации. That is not obvious. It's like a wave comes and smashes something. Somebody drops a bomb and blows something up. This is another form of it that's not at all obvious. И это такой совершенно неочевидный процесс, и не такой вид разрушения, как какая-то волна приходит, все разрушает, или кто-то бросает бомбу, все взрывается. Нет, это другая форма такого процесса, которая совершенно не очевидна. Look at Mars. Посмотрите на Марс, Mars, the planet Mars, да, на планету Марс. filled with oceans, probably filled with life. Она заполнена океанами, и, скорее всего, она также заполнена жизнью. I can even imagine we came from there, they took a rocket and said, this place is going to hell. We're out of here. This other place further away, we got some choice, we got some chance there. Я даже могу себе представить, что мы когда-то оттуда переселились. Знаете, они отправили туда ракету и сказали: о, нет, здесь все катится к черту, лучше отсюда убраться. И говорят, там есть какое-то другое место, другая планета подальше. Вот там еще может быть шанс того, что там есть жизнь. I have no idea. That's just a fun speculation. But we do know the planet was very rich.
Ну, я, конечно, не могу ничего сказать по этому поводу. Мне кажется, это все просто некая забавная спекуляция. Но то, что мы точно знаем, что когда-то эта планета была очень богата. And then destruction took place. И затем там произошло разрушение. The gradual destruction of the atmosphere. Произошло постепенное разрушение атмосферы, That changed everything. которое изменило все. So there are forms of destruction which are slow and very determined, very powerful, unstoppable. Таким образом, есть такие формы разрушения, которые происходят очень медленно, но при этом так очень их невозможно остановить, очень мощно. So Lord Shiva is an unstoppable power that causes all of this to take place. Итак, Господь Шива представляет собой такую непреодолимую силу, которую невозможно остановить, и благодаря которой все это происходит. And when we, for example, have these celebrations like of Shiva Ratri around the world, he resonates with that. И когда, например, у нас есть вот эти праздники, как Шива Ратри, которые мы отмечаем, и их отмечают по всему миру, он резонирует с этим. And he's in a unique position that way. И он в этом смысле, таким образом, находится в уникальном положении. His energy is everywhere, interacting with all things to gradually bring about their destruction. Его энергия присутствует повсюду, и она взаимодействует со всем сущим для того, чтобы постепенно приводить его к разрушению. And that permeates and integrates with all of the different aspects that are under the energetic control of the devas. И это пронизывает собой и интегрируется со всеми различными аспектами, находящимися под энергетическим контролем девов. Therefore, you have Lord Brahma and Lord Shiva of the deva varieties of the superior nature. Именно поэтому и существует Господь Брахма и Господь Шива, как вот представители семьи богов высшей природы. Obviously, Lord Vishnu transcendental to all of them, obviously. Очевидно, мы знаем, что Господь Вишну, Он трансцендентен даже по отношению ко всем им. Это очевидно. So when we have, especially nowadays, this expanded awareness of Lord Shiva everywhere around the world, on these evenings, his energy becomes very thick. Таким образом, когда у нас, особенно в эти дни, когда у нас есть такое расширенное осознавание Господа Шивы повсюду, по всему миру, в эти ночи, когда отмечается Шиваратри, тогда его энергия становится такой очень плотной, очень густой, Like a plasma. подобно плазме. It works, plasma, they've discovered, works in waves under thermodynamic principles, affected by temperatures, and can act as in a quantum state. So this energy of Lord Shiva is acting like that plasma that's permeating everything. Плазма, если вы знаете, они открыли принципы того, как функционирует плазма. Она действует тоже волнами по законам термодинамики в зависимости от температуры и может принимать различные квантовые состояния. Таким образом, эта энергия Господа Шивы, она действует как эта плазма, которая пронизывает собой все. Sorry, I lost you there. Couldn't resist. It just came out. Простите, наверное, я уже вас всех потерял такими заумными фразами, но не мог как бы удержаться, чтобы это сформулировать, просто само вышло. What I was meaning was, you really feel it.
Но то, что я действительно имел в виду и хотел сказать, что вы не можете это не почувствовать. And if you allow yourself to feel it, Если вы просто позволяете себе почувствовать эту энергию, how you react to that depends on you. то, как вы будете на нее реагировать, уже зависит от вас. If you go, oh my God, and run away, that's one reaction. Если вы испугаетесь, скажете: «Ой, боже мой», и попробуйте убежать, это один вид реакции. And if you say, I'm going to float in this is nice. Или же вы можете сказать: «О, я хочу, собираюсь парить в этой энергии, в этих волнах, это так прекрасно». Yet within that energy of Lord Shiva, I see it being very relevant to right now more than I've ever experienced it before. Но, однако, все же внутри этой энергии Господа Шивы я вижу, что сейчас она актуальна. Прямо сейчас гораздо больше, чем когда-либо раньше, когда я испытывал ее. I have never experienced it being intimately connected with the present as it is today. Никогда еще я не испытывал эту энергию настолько тесно, плотно связанной с настоящим моментом, как сегодня. I have looked at various aspects of what's happening in the world today, and I see this impending doom feeling that people are reflecting everywhere. Я смотрю сейчас на различные аспекты того, что происходит сегодня в мире. Я вижу это надвигающуюся гибель, это а, чувство, которое отражается в обществе людей повсюду сейчас. And I am seeing how the reality of today is reflecting that energy of Lord Shiva more than ever before. И я вижу также, каким образом реальность сегодняшнего дня отражает эту энергию Господа Шивы больше, чем когда-либо раньше. The analogy that I gave about Mars is more relevant than it has ever been. И аналогию, которую я привел, когда сравнил ее с Марсом, она также сейчас более актуальна, чем когда-либо раньше. And it is quite possible that when human civilization gets to a certain level of advancement, the destruction of the planet follows. И очень даже может быть, что часто, когда человеческая цивилизация достигает определенного уровня развития, за этим следует разрушение планеты. Now, on Earth, without people, the planet would recover fairly rapidly. На Земле, в том виде, как она сейчас, если бы не было людей, планета бы восстановила сама себя очень быстро. The problem is it's filled with people. Проблема в том, что она заполнена людьми. Look at the politics. Look at the way in which people or countries are dealing with each other. Посмотрите на политику, посмотрите на то, как люди или страны целые относятся друг с другом. We are seeing a situation where there is this enormous attempt to save ourselves. For example, to come up with newer medicines that can make us healthy. Мы видим сейчас ситуацию, в которой прилагаются огромные усилия в попытках спасти нас, человечество, самих себя. Например, постоянно изобретаются какие-то новые лекарства, которые могли бы или должны были сделать нас более здоровыми. Or to stop the pollution of the planet by various technologies. Либо попытки остановить загрязнение планеты различными технологиями. And to do that, we require more and more assistance to help us overcome our limitations.
А чтобы это сделать, нам требуется все больше и больше помощи, чтобы помочь нам преодолевать наши ограничения. So we invent things like AI. Поэтому мы изобретаем такие вещи, как искусственный интеллект. Or we create robots to help us do the nitty-gritty work which we can't always do, which are stronger or able to do dull things without thinking. Или же мы создаем роботов, которые помогают нам выполнять какую-то такую как бы монотонную работу, которую мы не всегда можем выполнять, которые сильнее, способны делать какие-то скучные вещи, не задумываясь особо. And now we are connecting AI with those robots. That's the latest thing. И последнее наше, так сказать, развитие в том, что мы соединяем этот искусственный интеллект с этими роботами. And now we have guys looking at AI and saying, that just did something we didn't program. А теперь эти ребята, которые все это организовали, они смотрят на искусственный интеллект и говорят: посмотрите, вот эта штука, она только что сделала нечто, что мы в нее не программировали. Ding. И вот дзынь-дзынь. And then we have this situation where that which we think is going to solve our trajectory as a human species is the thing which is conceivably, not for certain, going to speed up that situation which is affecting our species. И получается, у нас возникает ситуация, когда то, что, как нам кажется, решит проблемы в нашей траектории развития как человеческого вида, является тем самым, которое, по-видимому, это не обязательно так, но, возможно, она ускорит ту ситуацию, которая влияет на нас как на вид жизни человечества. Maybe I'm just paranoid from watching too much science fiction. Может быть, конечно, что у меня какой-то вид паранойи из-за того, что я слишком много смотрю научной фантастики. Or reading Ray Kurzweil. Which records? Anyway, it's possible I've seen this all wrong. Или что-то такое читаю, но это действительно может быть, что я вижу это все не так, как оно будет на самом деле. And even better, it's possible that this is correct, but it's leading to something better. С другой стороны, возможно также, что мои выводы, они верные, что именно так все происходит, но приведет это к чему-то более лучшему. If you look at Bhagavad Gita and you understand how the Battle of Kurukshetra took place, Если вы посмотрите на Бхагавад-гиту, вы почитаете и поймете, как произошла, как случилась битва на Курукшетре. there was an overwhelming influence of unnecessary defense forces which were just crushing society and they needed to be reduced. Тогда сложилась такая ситуация, когда было некое такое подавляющее, слишком преобладающее влияние сил обороны, которые были чрезмерны, и они уже давили над обществом, их нужно было как-то сокращать. So what if that is the same thing now? An overabundance of these dangerous things which need to be reduced. А что если сейчас происходит то же самое, и что именно сейчас у нас также переизбыток этих всевозможных опасных штук, опасных вещей, которые надо бы сократить? And what if when that happens, things will get much better? И что если, когда это наконец произойдет, тогда все станет намного лучше? I mean, after all, we have a choice. We can think of things are going to get worse and then they'll get better. Or we can think that things will get worse and then get worse. Я имею в виду, у нас же есть же такая возможность, вероятность такого выбора, что все сначала становится хуже, а потом вдруг станет лучше. Либо наоборот, все будет становиться хуже, и потом становится еще хуже.
What's interesting, though, is that things are just going to get worse in either case. Но что интересно, что поначалу в любом случае все будет становиться хуже. So that's why Lord Shiva's energy right now, that is so relevant to this situation, is very strong. Именно поэтому энергия Господа Шива, которая так сильно актуальна сейчас для этой ситуации, она сейчас очень сильная. But where will it go? Но затем, куда она направится? So it's interesting. One could think, well, what should I do with it now? Should I embrace it with this idea that it is a necessary thing to bring us somewhere better? Or should I just simply scream in horror? Or should I embrace destruction because that is just the way it's going to happen and there's no use fighting it? Так что интересно, человек сейчас может размышлять, осознавая все это. Что мне делать с этим сейчас? Нужно ли мне это как-то просто принять, эту идею, что это необходимая вещь для того, чтобы со временем это привело нас к чему-то лучшему? Или, может быть, человек думает, может мне просто кричать от ужаса, или, может быть, как-то принять само разрушение, потому что это в любом случае произойдет, и нет смысла ему сопротивляться. Now, I can't tell you what to do. Но я не могу говорить вам, что делать. If you ask me how I deal with it, my answer is very simple. Если вы спросите меня, что с этим делать, мой ответ очень простой. I just feel it. Я просто чувствую это. I feel it and I float within it. Я чувствую, я как бы плыву в этом, парю в этом. And I look at what's in front of me. И при этом я смотрю на то, что прямо передо мной. And within the very close by to the present, there have been opportunities coming, opportunities which are saying, you can do something good. И когда я смотрю перед собой, то в самой близи, очень близко к настоящему моменту приходят какие-то возможности, которые говорят, ты можешь сделать что-то хорошее. The question is not whether or not doing it will actually make the good. The question is this something that makes me more me, makes me more connected to that energy which I float within as my spiritual self? И при этом вопрос не в том, действительно ли то, что хорошее, что я сделаю, действительно оно принесет какое-то благо. Вопрос в том, сделает ли это меня более в контакте, более в связи с той энергией, в которой я как бы плыву, парю, и больше в связи с тем, что и есть мое духовное я. Now, let's bring up the other point, death. Давайте затронем другой момент, смерть. I look here at my screen. I see a lot of older faces. Sorry. Вот я смотрю сейчас у себя на экране, на вас. Ну уж вы извините, но я вижу много уже лиц таких с признаками возраста. And one rather young face. И, пожалуй, лишь одно лицо более такое молодое. But mainly a bunch of old foofs. That's what we are. Но в основном это группа старичков, вот кто мы есть. So what is the point of building something when you're very old? Ну, я имею в виду, вопрос в том, а какой смысл вообще что-то строить, создавать, когда вы уже старый? Well, good question. Хороший вопрос, не правда ли?
the next question is, well, why? Следующий вопрос возникает. А почему? Зачем вообще? Why would you do it? Зачем вообще это делать? And then we have to talk about things like motivation. Тогда уже можно было поговорить о таких вещах, как мотивация. What motivates you to act, to do anything? Что вообще мотивирует вас на то, чтобы вообще хоть что-то делать, что угодно? We're not talking about, day to day taking care of the body or eating or sleeping or mating or defending or any of that kind of jazz or just going here and there. Not that kind of stuff. Ну, я не имею в виду банальные вещи о том, что вас мотивирует. Ежедневные эти бытовые вещи, как еда, сон, совокупление, защита, что-то в этом роде, или ходите туда-сюда. Нет, не об этом я говорю. We're talking about that stuff which makes you feel that you are contributing to the well-being and benefit of the world around you. Нет, мы говорим о всем том, что же мотивирует вас, что заставляет вас чувствовать, что вы вносите какой-то свой вклад во всеобщее благополучие, в благо всего мира вокруг себя. To share that spiritual being you are, that spiritual energy you are, for the benefit of people, for the benefit of the community. Что вас мотивирует на то, чтобы делиться тем духовным бытием, которым вы являетесь, той духовной энергией, которая вы есть, ради блага людей, ради блага сообщества, в котором вы живете. Even if we're a bunch of old folks here, we all share that. Даже если мы здесь группа старичков, но это и есть нечто общее для нас. I don't believe any one of you little boxes on the screen are simply concerned with yourself and no one else. I just cannot believe that. Ну, я просто не верю, что кто-либо из вас, кто сейчас в маленьких квадратиках у меня на экране, что вы просто заботитесь только о себе, ни о ком другом. Ну нет, я просто не могу в это поверить. So, regardless of what's going on, there is another dimension to this that transcends creation and destruction. There's another dimension here. Итак, независимо от того, что происходит, существует некое другое измерение, которое превосходит, выходит за рамки этого сотворения, разрушения. Есть некое другое измерение. That elevation of pure transcendence. Это некое возвышение чистой трансцендентности. And Lord Shiva personifies that to the maximum. И Господь Шива, Он олицетворяет это в максимальной степени. Just think about it. His energy is there for the destruction of things, yet he himself is this incredible transcendent personality beyond all of it. Просто задумайтесь об этом. Его энергия, она вроде бы существует для разрушения всего, но в то же время Он сам невероятная трансцендентная личность, превосходящая все это. And there's no contradiction between these two things. Трансцендентная ко всему этому. И между этими двумя как бы его ипостасями нет никаких противоречий. That is mystical. И вот это очень мистично. How his energy is pervading all things, creating this cycle of destruction, and yet he himself is transcendent to all of this. То, каким образом его энергия, она пронизывает все, создавая, двигая этот цикл разрушения, и все же он сам, как личность, трансцендентен ко всему этому. That is why he has been appointed by Krishna, by Vishnu, to perform that service.
И именно поэтому он был, так сказать, назначен Кришной или Вишну для того, чтобы совершать такое служение. because he's able to do it and transcend it at the same time. No one else can do that. Потому что он способен делать это и в то же время оставаться трансцендентным за пределами всего этого. Никто другой не способен был бы сделать это. So when his energy comes, because it has been attuned to by so many people, it reaches a critical mass at one point, and it's felt very strongly. Так что, поэтому, когда приходит его энергия, у нас как бы нас сонастроена с таким огромным количеством людей, в какой-то момент она достигает критической массы и начинает ощущаться очень сильно, очень мощно. We are feeling that transcendent personality. И тогда мы начинаем чувствовать эту трансцендентную его личность. We are feeling that transcendent energy. И тогда мы чувствуем эту его трансцендентную энергию, That is integrally related to, connected to, with that energy of destruction. которая при этом, однако, неотъемлемо соотносится, соединена и связана с энергией разрушения. And that mystifies us. И это нас как бы повергает в такое мистический какое-то очарование, транс. And I think that is really cool. Я думаю, что это действительно очень круто и невероятно. So that's a logical conclusion to stop. Я думаю, что это вполне логичный вывод для завершения этого. And I must admit, I must have had a destruction of brain cells because I forgot to record this. Usually I record what I say in English only because that's why I have these on, and I don't have the recording. Sorry, I'm going to need the recording so I can edit out the Russian again. Sorry about that, Vadra. Я должен здесь признаться, что, видимо, у меня разрушение было сегодня также где-то в мозгу, потому что я забыл включить аудиозапись. Я всегда включаю, чтобы записывать только английскую речь, именно поэтому у меня русские теперь наушники. Поэтому пришлите мне, пожалуйста, запись, чтобы я мог из нее выделить только английскую составляющую. So we'll take a little break and I'll go find my telephone and I'll plug it in and I'll try to get brain cells working so that I can record it and see you in a little bit. Сейчас сделаем перерыв, я пойду найду свой телефон, включу его на зарядку, также постараюсь включить все клетки у меня в мозгу, и чтобы включить запись. Так что до скорого. So we have questions here. Well, yeah, I'm well aware this day is not just about Shiva as a destroyer. And I know that there is more to it than that, but I was just talking about what was relevant to me, not what was relevant to the day only, according to the festival calendar. I was speaking very personally about it. So, yeah, that's why I did that. Okay. Что касается первого вопроса, shall I translate? What? Shall I translate? Sure. Что касается первого вопроса, то да, я прекрасно осознаю, что речь должна быть не только о Шиве как о разрушителе, что за этим стоит нечто гораздо большее. Но я просто говорил о том, что
как бы актуально сегодня именно для меня лично, а не для того, что актуально для этого дня в целом, в соответствии, так сказать, с календарем праздников. Поэтому именно поэтому я говорил о том, что говорил. In the Srimad Bhagavatam and Mahabharata, this is a question. It is described that when the earth was in the same position as it is now, when there were wars, aggressors, at that time goddess Bhumi turned to Lord Brahma, and together with the gods, she turned to Lord Vishnu to save the planet. And Lord Vishnu, along with the gods, intervened. The current demonic forces are insignificant compared to those of 5,000 years ago. Are they really? I don't know about that. But anyway, and it seems to me that even a small intervention of the gods can resolve this situation and save the planet. Isn't such a scenario possible? And why did goddess Bhumi turn to Lord Vishnu in the past, but now she endures everything, even at the cost of the planet's destruction scenario? You can read that in Russian. В Шримад Бхагаватам и Махабхарате описывается, что когда Земля находилась в таком же положении, как сейчас, когда были войны, агрессоры, в то время богиня Бхуми обратилась к Господу Брахме, и вместе с богами она обратилась к Господу Вишну, чтобы спасти планету. И Господь Вишну вместе с богами вмешался. Нынешние демонические силы ничтожны по сравнению с теми, которые были 5000 лет назад. Хари про это прокомментировал сразу, что он не знает, действительно ли они настолько сейчас ничтожны. И мне кажется, что даже небольшое вмешательство богов способно разрешить эту ситуацию и спасти планету. Разве невозможен такой сценарий? И почему в прошлом богиня Бхуми обратилась к Господу Вишну, а сейчас она все терпит даже ценой сценария разрушения планеты? Well, the most obvious answer could be that, well, you know, Krishna was due to appear. Самый очевидный ответ, который можно было бы здесь дать, в том, что такая ситуация, как тогда, она была в том, что Кришна вот-вот должен был появиться. I mean, we have no scheduled incarnations listed for now. Now is kind of like dead zone. Ну, я имею в виду, сейчас это мы вроде бы нам неизвестны список инкарнаций, которые по расписанию должны прийти вот в наше время. Нет, наше время, оно в какой-то такой слепой зоне, как будто бы. So as far as calling for divine intervention in the form of an incarnation to do something, I don't think that is as probable as it was then. Поэтому, что касается того, чтобы призывать некое божественное вмешательство в форме какой-то инкарнации, воплощения, которое бы что-то сделало, я думаю, что это не настолько вероятно, по крайней мере, как это было тогда. But then you ask, even a small intervention can resolve this situation. Isn't that possible? Но затем вы спрашиваете, что даже небольшое какое-то вмешательство свыше могло бы решить как-то эту ситуацию. Разве же это невозможно? Sure. Конечно, да. How that will manifest, we have to see. Как именно это будет проявляться, это нам надо будет посмотреть. As time unfolds, we will see either something like that has occurred or something like that did not occur. Со временем мы сами увидим, произойдет ли что-то подобное, или мы как бы отдадим себе отчет в том, что ничего подобного так и не произошло. None of us are in the position where we can understand this.
all these kind of things which were listed in the Bhagavatam and so on were described afterwards, after the fact. Сейчас никто из нас как бы не в таком положении, чтобы вообще как-то это понять. И если вы заметите, то все подобные вещи, которые даже перечислены в Бхагаватам, они были описаны уже после того, после событий, постфактум. So more or less we're dealing with history here. Поэтому мы в большей или меньшей степени здесь имеем дело с историей. So if one is asking, well, can or will history repeat itself? Who knows? Ну, если человек задается вопросом, а может ли история повториться или повторится ли она, ну, кто знает. But we still have predictions in the Bhagavatam in the later cantos, and the predictions are not good. Но, тем не менее, у нас есть некие предсказания в Бхагаватам, в неких завершающих ее частях. И эти предсказания, как вы знаете, совсем не хорошие. And that is troublesome. That is rather troublesome. Само по себе это, конечно, проблематично, да. So that was a terrible answer to your question, but it was as good as we got here. Я думаю, наверное, это был ужасный ответ на ваш вопрос, но, так сказать, чем богаты. Okay, number 3. As you said, any destruction is part of the transformation process. Yes. Since everything is inside Krishna's consciousness, which expresses his energy as an intelligent being, spirit, we can understand that transformation always occurs integrally as part of what he lives through. Not sure about that last phrase. In other words, there is no silver lining, no bad thing without good outcome. Ultimately, it all depends on the scale of perception. Okay. In this sense, it is reasonable to have exactly the vision you have designated as, now it may be worse, but then it will turn into something better. Okay. Как вы и сказали, любое разрушение — часть процесса трансформации, поскольку все находится внутри Кришниного сознания, выражающего и его энергию, как разумное бытие, дух, то мы можем понять, что трансформация всегда происходит интегрально, как часть того, что он проживает. Иначе говоря, нет худа без добра, все зависит от масштаба восприятия. В этом смысле разумно именно то видение, которое вы обозначили как сейчас это может быть хуже, но потом обратиться во что-то более хорошее. Okay, I agree with that completely because that's a very good way to think. Ну, я полностью согласен с тем, как вы это сформулировали, потому что это очень достойный, подходящий способ мышления. But we have factors here, which I brought up at the end, like number 1, death. Но здесь есть такие факторы, о которых я упомянул уже в самом конце. Первый, номер 1 из них — это смерть. Meaning, well, it may turn to something better, but in our lifetimes? Имею в виду, что, ну да, может быть, со временем это превратится или обернется к чему-то к лучшему, но действительно ли это произойдет в нашей жизни? Well, maybe. It depends on how old you are. Ну, может быть, и да. Но всё зависит, какой у вас уже сейчас возраст. But I like the attitude. Но мне нравится ваш подход, ваш настрой. And I agree with it. It's much better to be an optimist than to be a pessimist. Я с этим согласен. Гораздо лучше быть оптимистом, чем быть пессимистом. But then again, not everything that one is optimistic about happens. Но опять же, далеко не все, к чему мы относимся с оптимизмом, получается именно так, как мы предполагаем. So maybe it's better to be a realistic optimist. Так что, возможно, лучше все же быть таким реалистичным оптимистом.
In other words, you can hope for good things, but you should expect they may not happen, so you should be prepared. Другими словами, вы можете надеяться на лучшее, но должны ожидать, что это может и не произойти, поэтому лучше быть, так сказать, подготовленным. Okay. Number number 2 was that one. Number 5. Contact ears. What is a contact ear? Those With people who contact with aliens say that life on Mars and Venus were destroyed during the war 12,000 years ago. The Earth was saved and restored. And now they promise to protect the Earth, including from ourselves. If we are talking about the complete destruction of civilization, perhaps even mass evacuation, but I think it will not come to that. Wow, a whole bunch of stuff in that one. Контактеры с инопланетянами говорят, что жизнь на Марсе и Венере были уничтожены в ходе войны 12 тысяч лет назад, но Землю удалось спасти и восстановить. А сейчас они обещают защиту Земли, в том числе и от нас самих, если речь пойдет о полном уничтожении цивилизации, возможно, даже путем массовой эвакуации. Но думаю, что до этого не дойдет, прокомментировал Альфир. Well, if you're just logical about it, without even having to worry about history, if there's a civilization, generally, as they become more and more capable of destroying themselves, they do a pretty good job of destroying themselves. Ну, если вы просто хотя бы логически порассуждаете об этом, даже не переживая, не затрагивая историю, то можно понять, что когда существует какая-то цивилизация, то обычно, в общем смысле, когда они становятся все более и более, обретают какие-то способности разрушить себя, то при этом у них обычно очень хорошо, довольно хорошо получается таки себя разрушить. People are pretty expert at self-destruction. И вообще люди довольно экспертные и опытные в саморазрушении. Besides climate change or war, just look, we create these drugs and everybody takes them and they're dying left and right. Fentanyl poisoning, for example. People are dying all over the place. Помимо изменений климата или войн, просто посмотрите, как мы постоянно изобретаем все новые и новые лекарства, какие-то препараты, все их начинают принимать в огромных количествах, и затем начинают все как бы мрут налево и направо. Возьмите хотя бы отравление фентанилом. Люди умирают повсюду из-за этого. But when you're talking about like protecting the earth, including from ourselves, that's a tough one. Но если вы говорите о том, чтобы защищать Землю, включая то, чтобы защищать ее от нас самих, то это трудный вопрос. My pet peeve, do you know what that means? One of my personal problems I'm having with these electric cars, I want to share. У меня есть моя личная проблема с электрическими автомобилями, я хочу поделиться с вами. So I look at all the electric cars that are available in America. They originally made them all for people who are very rich. Я смотрю на все эти электромобили, которые сейчас не вполне доступны в Америке, но изначально их делали для людей, которые очень богаты. So people who are very rich, they have this possibility to buy these really expensive cars, and they feel good about themselves because they're so-called saving the planet. Люди, которые очень богаты, у них есть возможность покупать эти дорогие электромобили, и они при этом гордятся собой, потому что думают, что тем самым они спасают планету.
But in reality, you need to have everybody with these kind of cars to protect the air. В реальности же, чтобы действительно произвести какой-то эффект защиты воздуха, там, от газов выхлопных, например, то необходимо, чтобы у всех были такие электромобили. And then they find out that there's so much pollution coming from the tires. И затем вдруг они обнаружили, что на самом деле очень много загрязнения исходит просто от автомобильных шин. Because electric cars are different than gas cars. As soon as you push down on the accelerator pedal of an electric car, you have instantaneous torque on the tire, which rips up some particles of the tire. Дело в том, что именно у электромобилей они отличаются от бензиновых. И отличие в том, что как только вы нажимаете педаль акселератора, то мгновенно передается крутящий момент на колеса, и поэтому как бы шина мгновенно начинает проворачиваться, и от нее отрываются частицы резины. And then you got all these batteries. А плюс еще все эти электрические батареи. Making these batteries very expensive, great cost to the environment in various ways. And then afterwards, what do you do with this huge pile of batteries? Потом возьмите еще проблему этих батарей для электромобилей, аккумуляторов. Они очень дорого стоят для окружающей среды и наносят всевозможный вид ущерба. А затем, после того, как вы их используете, у вас огромные горы этих батарей, что вы с ними будете делать? And how's anybody who lives in an apartment building going to charge an electric car? Ага. Плюс, к примеру, если человек живет в многоэтажном, многоквартирном доме, как он будет заряжать свой электромобиль? But this is being touted as the solution. Но эти электромобили рекламируются как решение экологических проблем. Isn't the actual solution to figure out why we have to be so dependent on cars? А разве не было бы настоящим решением выяснить, почему вообще мы так зависимы от автомобилей? Previously, everything was localized. You know, you had your supply of all the needs of life around the villages or the cities where people lived in a way which was more compatible with nature. Вы, наверное, знаете, что раньше все как-то было более локализовано. Было как бы обеспечение местное, обеспечение всех жизненных потребностей вокруг какой-то там поселения, городка, где люди жили более совместимо с окружающей средой, с природой. But then the locomotive came, trains, and everything changed. Ну вот, затем появился локомотив, паровозы, поезда, и все изменилось. And you have to generate electricity. И вот теперь вы должны генерировать электричество. I mean, I could go on, but every time we try to make something better, we also make something worse because it's our nature. Self-destruction is our nature. Я имею в виду, что можно было бы продолжать приводить всевозможные примеры этого, но суть в том, что каждый раз, когда мы пытаемся что-то улучшить в нашей жизни, мы также при этом что-то ухудшаем, потому что такова наша природа. Получается, Now, что саморазрушение — это наша природа. even if there are aliens out there who are going to do something to save us from ourselves, what are they going to save? How are they going to save us from the greed and lust and anger that everybody is faced with in all these products and companies and innovations? Ну, если даже существуют инопланетяне, которые где-то там, и которые что-то постараются сделать, чтобы, как вы пишете, спасти нас от самих себя. Но что они скажут, например, насчет того, как они будут спасать нас от жадности, от вожделения, от злобы, с которыми все люди сталкиваются
посреди всех этих всевозможных разнообразия продуктов, компаний, каких-то инноваций. If the whole world is running on profit motivation, how are people going to do what's best for the world when all they care about is what's best for themselves? Если учесть, что весь мир сейчас руководствуется мотивацией для получения все большей прибыли, то как же люди собираются делать что-то лучше во благо мира, если все, о чем они заботятся, это то, что лучше для них самих? And anything you do to correct that will cause mass catastrophes. И любое, что вы попробуете сделать, чтобы это как-то исправить, приведет ни к чему иному, как к массовым катастрофам. I mean, money is the root of all evil. So you get rid of money, and then what? Я имею в виду, получается, что деньги — это корень всего зла. И вот вы, если вы избавитесь от денег, что тогда? What are you going to trade? Как вы будете тогда торговать? We don't have the goods or services to trade with others right now. That it doesn't exist. So how are you going to change that? У нас сейчас уже совершенно отсутствует какой-то натуральный обмен, нет таких услуг или товаров, которые можно было обменивать бы на другие. Как это менять? So then you talk about destruction of civilization in various ways, natural catastrophes. И тогда вы говорите уже об уничтожении цивилизации различными способами, различным образом, о природных катаклизмах, катастрофах. So if somebody thinks an alien's going to come and make mass evacuation, well, where are they going to bring you? Если вы думаете, что прилетят инопланетяне и устроят нам массовую эвакуацию, а куда же они нас тогда перевезут? They don't have the same kind of bodies we have. Но у них нету такого же типа тел, как у нас сейчас. Nobody's experimented with living in their places, have they? Никто же не экспериментировал, чтобы вот человек в таком теле, как у нас, жил где-то в их местности, или было такое, не знаю. I love the mythology that is often there when it comes to this living elsewhere on other planets. It's just an amazing mythology. На самом деле мне нравится эта мифология, которая часто утверждает то, что можно жить где-то, мы можем жить где-то на других планетах, но я думаю, это все же просто некая потрясающая мифология. Mars is just a sandy, dirty, radiation-filled, horrible place. Если посмотреть на Марс сейчас, это просто заполненное песком, грязное, заполненное радиацией, ужасное место. Going in space is a terrible thing. Куда-то полететь в открытый космос, это тоже само по себе ужасно. Okay, some alien comes in a spaceship. Ну хорошо, какие-то инопланетяне прилетят на космическом корабле. How many people can the alien take? Ну, сколько людей, в конце концов, они могут взять с собой? 100, 200, 300? Ну, сколько? Сотню, 2 сотни, 3 сотни. And where are you going to go? And what are you going to eat? And what are you going to do when you get there? И куда вы с ними отправитесь? Что вы будете есть? Что вы будете делать, когда доберетесь куда-то туда? The mythology says because the aliens are so advanced, they'll take care of us. Мифология утверждает, что так как инопланетяне, они очень высокоразвитые, они так или иначе позаботятся о нас. Everything will be good. We will be saved. И все будет вообще здорово, прекрасно, и мы будем спасены. Are you sure about that? Но вы уверены в этом? Will you bet your life about that? Вы готовы как бы поставить свою жизнь на кон? Much better to solve the problems here on this planet if we can. Наверное, лучше было бы все же постараться решить проблемы здесь, на этой планете, если есть хоть какая-то возможность для этого.
Anyway, I don't mean to insult anybody. I just thought I'd make some kind of realism here, a reality that should be discussed. Ну, в любом случае, я совсем не собирался, не хочу никого здесь обижать или оскорблять. Я просто подумал привнести здесь некий реализм, какую-то реальность, о которой действительно стоит здесь говорить. Was that okay? Как сойдет? Yeah? I'm surprised. Тогда я Просто слова, да. удивлен. Ooh. Let's see here now. Number 4. We often say that the energy of Lord Shiva is the energy of destruction. Can we mean that in this case, the energy of destruction is the energy of transformation for the better? Мы часто говорим, что энергия Господа Шива — это энергия разрушения. Можем ли мы подразумевать, что в этом случае энергия разрушения — это энергия трансформации к лучшему? Well, that's the whole point. For creation to take place, destruction takes place. It's the cycle of existence. Но в этом и есть весь смысл, что происходит некое созидание, там происходит разрушение, и это и есть цикл существования. But in each and every case, we have to examine, is what we are creating after destruction better than what we had before? Но в каждом случае нам приходится проверять и анализировать, действительно ли то, что мы создаем после разрушения, лучше того, что у нас было раньше. Or is it just the same thing in a new package? Или же это все то же самое, просто в новой упаковке. One could say it's just the same thing in a new package, recycling itself until various individuals can drop out of that cycle and enter into a spiritual realm. Ну, кто-то, наверное, мог бы сказать, что да, это то же самое в новой упаковке, которая повторяется как бы в цикле снова и снова до тех пор, пока определенные люди, индивидуумы не смогут вырваться из этого цикла и уйти куда-то в духовную сферу. But we are not talking about destruction as this negative force, rather just an essential, integral aspect of existence. Но мы здесь не говорим об разрушении как о какой-то негативной силе, скорее просто о некой такой сутевой, существенно интегральном аспекте мироздания. Number 6, if the most recent avatar is Sri Chaitanya Mahaprabhu, then is his energy insufficient to contribute to the positive transformation of energies in the Earth's field? Так, вопрос номер 6. Если самая последняя аватара это Шри Чайтанья Махапрабху, то разве же его энергия недостаточно для того, чтобы способствовать позитивной трансформации энергии в поле Земли? Well, let's go back to the Kurukshetra war. It was supposed to, I mean, Krishna was there. It was supposed to resolve a problem. Did everything get better after it? Did it resolve all of the issues that were there in the world? Ну, давайте вернемся на поле битвы Курукшетра. Я имею в виду, что Кришна сам там присутствовал, и да, вроде бы, по идее, эта война, даже его, так сказать, явление должно было решить все проблемы. Но действительно ли стало лучше после этого? Действительно ли были решены все, так сказать, проблемы, которые были тогда в мире? Well, it seems to me that history kind of faded away for thousands of years. Was that because it was better or something else going on? Мне все же кажется, что история после этой битвы на Курукшетре, она вот как-то увядает и увяла где-то на тысячи лет. Было ли это благодаря тому, что все стало лучше, или что-то другое происходило? And Lord Chaitanya, everybody became Krishna conscious. He liberated everybody. Wasn't that positive? Господь Чайтанья
все стали сознательными Кришны, Он всех освободил. Разве это не было позитивным? And he inspired energetically the Renaissance. И получается, что Он вдохновил своей энергией то, что нам известно как эпоха Возрождения. So that was all kinds of good stuff. Это связано со всевозможными хорошими процессами, событиями. But then greed, lust, anger, and so on, profiteering, everything started to go to hell, and we are where we are today. Is that Lord Chaitanya's fault? Nope. That's our fault. Но затем, опять же, началась жадность, вожделение, злоба и так далее. Начали люди делать все ради наживы, и все начало катиться в ад. И это то, где мы находимся сегодня. И есть ли в этом вина Господа Чайтаньи? Нет, это только наша вина. I mean, Krishna doesn't appear here to hold us up. Я имею в виду, что Кришна проявляется сюда не для того, чтобы как-то нас, так сказать, поддержать нас на плаву. He assists us. He helps us. It's up to us then. Он лишь помогает нам, он как бы оказывает какую-то помощь, да, поддержку, но затем все уже зависит от нас. And as a species, we are not very good at that. Но как вид живых существ мы не очень-то в этом хороши. I would say we are downright terrible. Я бы сказал, что мы откровенно просто ужасны в этом. Number 7, isn't it right for us in our situation to turn to higher powers to intervene? Well, sure. Неправильно ли нам в нашей ситуации обращаться к высшим силам, чтобы они вмешались? I mean, who Да, else would конечно. we turn to? К кому же еще тогда обращаться? But then the question is, will this help the situation with our planet? Но затем вопрос, поможет ли это в ситуации с нашей планетой? Well, sure. Ну да, конечно, обязательно. That's why we're doing what we're doing. Именно поэтому и ради этого мы делаем то, что мы делаем. And what about the 10,000-year inclusion of the golden age in Kali Yuga? Was this just an imaginary wish? Следующий вопрос. А как же насчет 10-тысячелетнего вкрапления в Кали-югу Золотого века? Было ли это лишь воображаемое пожелание? Well, let's see. Ну так ведь посмотрим. How else can I answer it? Let's see. И что я могу на это ответить? Давайте посмотрим. If it happens, hey, great. If not, Если так и будет, ух ты, здорово. Если нет, to help us overcome our internal enemies is their plan. You figured them out, aliens. What? I think it means when you describe that it's a worst problem, how we overcome our greed, lust, and so forth. And he states that that is exactly their plan, and you have figured that out. Oh, okay. Но помочь нам преодолеть наших внутренних врагов, в этом их план, вы их раскусили. Хари говорит, если так, тогда хорошо. Okay. Okay. All of us here are more or less aliens. Well, that I can agree with. Все мы тут в более или меньшей степени инопланетяне. Ну да, с этим я соглашусь. Okay, number 10.
The civilization is heading towards destruction due to total selfishness and ignorance. Aliens must live in our situation in order to understand how they can really help. Otherwise, they are just words. Yeah. Цивилизация идет к разрушению из-за тотального эгоизма и невежества. Инопланетяне должны жить в нашей ситуации, чтобы понять, как можно действительно помочь. В противном случае это просто слова. I don't know if you have this saying in English, but Marat is throwing the gloves down. Do you have that saying? Или Шива. Okay. Но получается, что Марат, он словно вызов бросает перчатку белую, как на дуэль. Okay. Now, here's one for you. Do you honestly think aliens don't have these problems? Ну, хорошо, а как насчет такую вам мысль или идею подкину? Неужели вы правда думаете, что у инопланетян нет таких же проблем, как у нас? These problems even exist on the heavenly planets. Такого рода проблемы, они существуют даже на райских планетах. There's all kinds of stuff going on up there. It's just way more spectacular than our kind of stuff. О, там, боже мой, столько всего, всякой всячины происходит. Просто там это все гораздо более зрелищно, чем на нашей планете. So I think that they already know about it. And if they are giving feedback, I am quite sure it is in the same league of, or in the same form as they deal within their own societies to a certain extent. Так что я думаю, что они обо всем этом уже знают, о наших реальных проблемах. И если они действительно, от них есть какая-то реакция, какая-то обратная связь, то я совершенно уверен, что они как бы играют с нами в той же лиге, что ли, или делают это в той же форме, с которой они имеют дело в своих собственном, в своем обществе, ну, по крайней мере, до какой-то степени. I like this statement in number 11. Although not like us, many civilizations have gone through similar experiences, which was what I was just talking about. And they know how to come to the light within because they did it themselves. If they did, cool. And they helped others many times. Okay, good. 11 вопрос или комментарий. Пусть и не так, как мы, но многие цивилизации проходили подобный опыт. Ну да, Хари как раз только что об этом и сказал. И знают, как прийти к свету внутри, потому что делали это сами. Если действительно они это делали, то это просто здорово. И многократно помогали другим. Ну тогда да, тогда супер. That brings up an interesting point. If there are aliens out there, why would they come here? Ну, это нас приводит к интересному моменту. Если там есть где-то инопланетяне, то зачем им сюда прилетать, так сказать? What's in it for them? Что здесь такого для них вообще? There's got to be something in it for anybody to do anything. You got to have some reason to do things, what you do. So what's in it for them? Вы же прекрасно понимаете, чтобы кто-то вообще что-то делал, то должна быть какая-то причина для него, ради чего ему все это делать. И вопрос в том, ради чего им все это делать. Goodness of the heart? Может быть, по доброте сердца? Possibly. Возможно. Told to do it by higher authority to them. Может быть, им, как бы сказали, это сделать еще более выше авторитеты, которые над ними стоят. Much more likely. Это даже, я бы сказал, более вероятно. Who knows? Ну, кто знает. Number 12. Yes, we are aliens. I don't know about that. But living here and now on Earth. But then doesn't that make us earthlings? Immersed in the energies of the earth and very deeply immersed. So we are now earthlings. Movement is possible, but only by the evolution of consciousness and by the grace of the gods who are able and willing. Okay.
12 вопрос или комментарий. Да, мы инопланетяне, но живущие здесь сейчас на Земле, так значит, все-таки мы земляне, погруженные в энергии Земли, и это означает, что мы земляне, и очень глубоко погруженные. Перемещение возможно только благодаря эволюции сознания и по милости богов, которые способны и пожелают. They come because all of us are aliens. Still, what's in it for them? I mean, they got aliens, we're in their alien place, right? So why do they have to come here to find a bunch of disenfranchised aliens? They got their own aliens up there. What's in it for them? Ну, это пишет, что они приходят сюда, потому что все мы также инопланетяне. Ну да, но в любом случае, ради чего им все это делать? Ну, допустим, мы здесь какие-то такие вот попавшие в беду или испорченные инопланетяне. Зачем им приходить? Что для них здесь, ради чего? I mean, they got enough aliens where they are. Why do they need more of them? Ну, даже если да, мы инопланетяне, но у них же там еще других инопланетян тоже достаточно в тех местах, откуда они прилетели. Зачем им так далеко сюда прилетать? And not only that, but we're pretty useless aliens. Но не только это, но мы это здесь довольно бесполезные инопланетяне. We need this stuff to breathe. We need this stuff to eat. We need something to do. Otherwise, we go crazy and destroy aliens. Нам постоянно нужно что-то жевать, поесть, нужно чем-то заняться. Иначе мы сами сойдем с ума и их еще тоже уничтожим. So again, I ask, what's in it for them? Поэтому я опять же снова и снова спрашиваю, что им это все дает? I can accept doing things out of the goodness of your heart. Я могу принять такую версию, что когда кто-то что-то делает по доброте сердца, But even heartfelt people got to eat. но даже такие сердечные, сердобольные люди, им тоже нужно что-то есть. I'm a Знаете? very sarcastic person. I'm so sorry. Ну, извините, конечно, я такой очень саркастичный человек, я знаю. Oh boy. Can you imagine if there's aliens listening to this and they're going, Можете себе представить, какие такие инопланетяне сейчас все это слушают и начинают там ворчать или удивляться, или там негодовать. I guess I'm the alien variety hour, helping them enjoy their day. Полагаю, что я сейчас, так сказать, на волне этих инопланетян помогаю им тоже как-то развлечься и насладиться своим днем. Oh, I don't know how we got on this stuff here, but now I'm running out of stuff to actually talk about. So, unless anybody has something different to talk about, Я не знаю, как вообще мы так далеко сегодня зашли в такие дебри, но у меня, похоже, уже я исчерпал запас того, что говорить на эту тему. Поэтому мы можем, в принципе, завершать, разве что у кого-то не будет какой-то вопрос на другую тему. I mean, you think about it. I talk here about Lord Shiva and destruction, and everybody assumes, okay, destruction. So the only way it can work is if some aliens save us. That's interesting. Ну вот посмотрите на все это как-то в большем масштабе. Вот я сегодня рассказываю о Господе Шиве, о разрушении, и все полагают, о, да, разрушение. И почему-то приходят к выводу, что единственный способ, как мы можем спастись от этого разрушения, если какие-то прилетят инопланетяне и нас спасут. Ну интересно же, не правда ли? I think if anyone's going to save us, it's us. Ну, я лично думаю, что если вы кто-то и спасет нас, то только мы сами себя. Can you imagine if I was
in one of these nifty flying saucers, because all of them have this energy generation jazz, because you don't, fill your tank with gasoline on over there in that star and fly over here. You've got this energy generator. And it's like, really fast. So if I was up there thinking, well, all these people are fighting over energy all the time, and they're destroying the planet mainly because of pollution, because everything they do that makes smoke and all that junk is from energy of one form or another, manufacturing or cars or whatever. So why don't I just teach them how to do this thing here, and it'll solve all the problems? But wait, if I do that, then they'll use it to make really heavily light-powered weapons and get in other aircraft and come and fight us, because these people are just a bunch of primates. So better not do that. Ну, я имею в виду, ну хорошо. Можете представить, если бы у меня был один из таких вот суперских летающих тарелок, ну, потому что вы же про инопланетян говорите, у них все эти летающие тарелки, а у них есть некий суперэнергогенератор. Это естественно, потому что они же не будут летать на заправку на свою планету постоянно, чтобы за бензином или еще каким-нибудь топливом на свою звезду. Поэтому у них такой как бы уникальный энергогенератор. И при этом они все так быстро летают. Если бы я был один из них, я бы подумал, ну, все эти люди, если на них посмотреть, они сражаются за энергию и тем самым разрушают планету в основном из-за как бы загрязнения. Но так как все, что они делают, выделяет какой-то дым и какой-то мусор, отходы от энергии в том или ином виде, то ну, там производят всякие штуки, то почему бы не передать им эти технологии, научить их, как производить энергию более высокоразвитым способом? И это бы, наверное, решило все их проблемы. Но если бы они это сделали, то что бы тогда произошло? То люди начали бы использовать эти супертехнологии, чтобы построить такие же какие-то супермощные летающие тарелки, и обратили бы это все против самих же инопланетян. Потому что люди, в общем-то, примитивные по своей природе, как толпа приматов. Так что они подумают, ну лучше тогда это не делать. And on that interesting note, I bid you goodbye. Вот на этой интересной ноте я прощаюсь с вами. I hope none of you are abducted tonight. Надеюсь, никого из вас сегодня ночью инопланетяне не похитят, по крайней мере. That is definitely a joke. Но это вот совершенно точно сейчас была шутка. And may you all live long and prosper. Желаю вам всем жить Gotta долго, get the fingers in. процветания. Но нужно все же как-то сказать, чур меня, чур не меня. It's been that kind of a day. Сегодня просто такой день, извините. Goodbye, everybody. Thank you. Thank you. You're Thank you, Hari. welcome. Bye-bye, all of you. Здравствуйте. Bye. Ciao. Ciao, ciao. Спасибо. Ciao, ciao. Hare Krishna. Ну, ты не открыл.